Есть у нас, людей, живущих за рулем многотонных машин, одна старая и проверенная временем примета. Если деньги сами идут в руки слишком легко, значит, очень скоро придется расплачиваться чем-то гораздо более дорогим. В тот день моя интуиция, отточенная 20 годами дорог, кричала, что нужно бежать, но я ее заглушил. Мне предложили рейс, который мы называем сладким. Тройная ставка за обычную работу. Чистый асфальт, ясное небо и всего 2 суток пути. Казалось бы, редкая удача, но был один нюанс, который превращал этот заказ в русскую рулетку. Заказчик поставил категорическое условие: я не имел права присутствовать при погрузке. Мне выкатили уже готовый, наглухо затентованный и опломбированный полуприцеп. Для опытного водителя это сигнал бедствия. Я обязан видеть крепление груза, потому что если 20 тонн сместятся на повороте, физика не оставит мне шансов. Я попытался поспорить с менеджером склада, нервным человеком с бегающими глазами, но он лишь ткнул в пункт договора о коммерческой тайне, мол, внутри хрупкое оборудование, и срыв пломбы будет стоить мне всего имущества. Это выглядело крайне непрофессионально, но жадность умеет убеждать. Я посмотрел на этот новенький, пугающий стерильный прицеп и подписал бумаги. В тот момент я почувствовал странный холодок, словно совершаю фатальную ошибку. Я подогнал тягач, сдал назад до металлического лязга сцепки и подключил воздушные магистрали, объединяя нас в одно целое. Когда я выезжал за ворота терминала, старый охранник на КПП проводил меня долгим, тяжелым взглядом. В его глазах читалось не уважение, а странное сочувствие, с каким провожают сапера, идущего к неизвестному снаряду. Я нажал на газ, еще не подозревая, что везу за спиной не электронику, а свой худший кошмар. Прежде чем окончательно покинуть территорию склада, я, повинуясь многолетней привычке, решил еще раз обойти автопоезд кругом. Это не просто правило, это ритуал. Проверить оптику, постучать по колесам, убедиться, что тент нигде не парусит. И чем внимательнее я всматривался в свой груз, тем больше вопросов рождалось в моей голове. Прицеп выглядел неестественно идеальным. Обычно на бортах всегда есть шрамы дорожной жизни, царапины от веток, потертости, пятна гудрона. Этот же сиял, словно только что сошел с конвейера. Серебристый тент был натянут туго, как барабан, ни единой морщинки. Даже резина на колесах блестела, будто ее только что натерли чернителем. Складывалось стойкое ощущение, что эту коробку готовили не для перевозки товара, а специально под этот странный рейс, чтобы скрыть все, что находится внутри. Вокруг суетились грузчики, но их поведение тоже выбивалось из привычной картины. Обычно работяги на складах — народ простой, не прочь перекинуться парой фраз. Эти же работали молча, с угрюмой сосредоточенностью, избегая встречаться со мной взглядом. Они напоминали не логистов, а сообщников, поспешно заметающих следы. Когда старший смены затягивал пломбу на задних воротах, он делал это с такой тщательностью, будто запечатывал вход в банковское хранилище. Тонкий стальной тросик пломбы врезался в проушины, и я услышал сухой хруст пластика. Все, доступ закрыт. Теперь я головой отвечал за содержимое, не имея о нем ни малейшего понятия. Я попытался было невзначай подойти поближе и заглянуть в микроскопическую щель между створками ворот, но менеджер буквально бросился мне наперерез, закрывая обзор спиной. «Не положено!» — рявкнул он с неожиданной для офисного клерка агрессией. «Соблюдайте дистанцию!» Я пожал плечами и направился к кабине, чувствуя спиной их напряженные взгляды. Забравшись на высокое водительское кресло и захлопнув дверь, я отсек внешний шум, но тревога осталась внутри. Я посмотрел в зеркало заднего вида. Серебряная стена полуприцепа отражала пасмурное небо. Казалось бы, все готово к старту, но когда я снял машину с ручного тормоза,
тягач не покатился плавно вперед. Он словно уперся в невидимую преграду, и на долю секунды мне показалось, что изнутри, из глухой темноты кузова, в ответ на мое движение раздался глухой тяжелый удар, похожий на падение тела. Выехав на просторную магистраль, я первым делом попытался выкинуть из головы тот странный звук на складе и свои глупые подозрения. В конце концов, мало ли что могло упасть в кузове. Может, плохо закрепленный ящик с оборудованием. Солнце, робко пробивающееся сквозь облака, и предвкушение солидного гонорара действовали как отличное обезболивающее для моей совести. Первые 50 километров я честно старался наслаждаться дорогой, убеждая себя, что схватил удачу за хвост. Но профессионализм — это такая вещь, которую нельзя просто выключить по желанию, как радио. Мое тело, буквально сросшееся с водительским креслом за тысячи часов рейсов, начало посылать в мозг тревожные настойчивые сигналы. Машина вела себя совершенно неправильно. В документах, которые я небрежно бросил на соседнее сиденье, черным по белому значился вес всего в 10 тонн. Для моего мощного тягача это смешная нагрузка. С таким весом он должен был идти легко, играючи набирая скорость и глотая мелкие неровности асфальта. Однако реальность, данная мне в ощущениях, говорила об обратном. Двигатель ревел натужно с каким-то болезненным надрывом, требуя переключаться на пониженные передачи там, где обычно я влетал на прямой. Педаль газа стала вязкой и тяжелой, будто сопротивлялась нажатию, словно я толкал перед собой невидимую стену. Мой внутренний весовой контроль, который за 20 лет стажа еще ни разу не ошибался, подсказывал однозначно. Там, за спиной, никак не меньше 25 тонн. Меня обманули с весом более чем в 2 раза. Это уже было серьезным нарушением, за которое на первом же посту весового контроля мне выпишут космический штраф. Но пугало даже не это. Обычный левый перегруз — это просто лишние килограммы кирпичей или металла. Это мертвая статичная масса. Здесь же я чувствовал нечто иное, отчего по спине пробежал неприятный холодок. Эта лишняя тяжесть не была стабильной. Когда я шел строго по прямой, все было относительно спокойно. Но стоило мне начать даже плавное перестроение, как я почувствовал то, что заставило мои ладони мгновенно вспотеть и вцепиться в руль до побеления костяшек. Любой водитель знает, как ведет себя обычный мертвый груз. Если вы везете кирпичи или палеты с водой, они становятся единым целым с полом прицепа. На повороте центробежная сила тянет их в сторону, и машина послушно кренится, подчиняясь законам физики. Но здесь происходила настоящая чертовщина, которая заставила меня усомниться в исправности собственного вестибулярного аппарата. Я вошел в затяжной левый поворот, ожидая привычного крена, но прицеп повел себя так, словно внутри него находился гигантский маятник, живущий своей жизнью. Сначала он накренился, как положено, но спустя какую-то долю секунды я почувствовал странный резкий толчок в обратную сторону, будто кто-то или что-то внутри, обладающее огромной массой, специально сместилось к противоположному борту, чтобы выровнять равновесие. Это не могло быть скольжение плохо закрепленных ящиков. Ящики, срываясь с места, грохочут так, что закладывает уши, и бьются о борта с силой кузнечного молота. Здесь же стояла ватная пугающая тишина. Ни звука удара, ни скрежета металла, только мягкое, упругое смещение веса. У меня возникла жуткая ассоциация, от которой пересохло в горле. Именно так ведет себя переполненный городской автобус. Когда водитель резко поворачивает, пассажиры не падают, как кегли, они хватаются за поручни и инстинктивно отклоняются в противоположную сторону, чтобы устоять на ногах. Неживой предмет не умеет группироваться, неживой предмет не пытается бороться с инерцией. Я решил проверить свою страшную догадку и, выбрав прямой и пустой участок трассы, сделал так называемую «змейку», резко качнул рулем влево и сразу вправо. Реакция автопоезда заставила мое сердце пропустить удар. Прицеп не просто вильнул хвостом, он стабилизировался с неестественной пугающей быстротой. Казалось, что внутри находилась не электроника, а нечто живое, что синхронно уперлось в стены, гася колебания.
И в этот момент, сквозь монотонный гул дизеля, я отчетливо услышал звук, которому совершенно точно не было места на пустой дороге. Игнорировать этот звук и странное поведение машины дальше было бы не просто глупостью, а преступной халатностью. Инстинкт самосохранения, который у нас, водителей, развит порой сильнее, чем у диких зверей, буквально заставил меня включить правый поворотник и направить тяжелую машину на обочину. Гравий с сухим неприятным треском захрустел под колесами, и автопоезд, качнувшись последний раз, наконец замер. Я заглушил двигатель, и на пустынную трассу опустилась звенящая, напряженная тишина. Прежде чем открыть дверь, я нащупал под водительским сиденьем тяжелую стальную монтировку. Это универсальный инструмент. Им можно проверить затяжку гаек, а можно и успокоить нервы, когда идешь в неизвестность. Сжав холодный ребристый металл в руке, я выпрыгнул из кабины на серый асфальт. Мой план был прост и логичен. Я хотел найти материальную, рациональную причину своих страхов. Я надеялся увидеть лопнувшее колесо, ослабший ремень крепления груза или хотя бы открывшийся боковой ящик для инструментов. Хоть что-то земное, что объяснило бы этот странный толчок и звук. Я медленно, шаг за шагом, прошел вдоль длинного серебристого борта, внимательно всматриваясь в каждое кольцо и каждый трос тента. Все было идеально. Слишком идеально. Ни одна веревка не ослабла, ни один люверс не вылетел. Я добрался до задних ворот, главной цели моей проверки. Тонкий стальной тросик пломбы, который я так ненавидел, был абсолютно цел. Я сверил контрольный номер с накладной, цифры совпадали идеально. Я даже с силой дернул за массивную ручку запора, пытаясь найти хоть малейший люфт, но двери стояли насмерть, словно приваренные. Здравый смысл начал брать верх над паникой. «Ты просто перегорел», — с облегчением выдохнул я сам себе. «Тебе мерещится. Пломба на месте, трос цел, значит, внутри никого и ничего лишнего нет. Это аксиома». Напряжение в плечах начало отпускать. Я уже развернулся, чтобы идти обратно в теплую безопасную кабину и продолжить этот странный, но денежный рейс. Но перед тем, как уйти, я решил сделать последнюю, совершенно иррациональную вещь. Я стянул с правой руки плотную рабочую перчатку и приложил голую ладонь к боку прицепа, примерно посередине, просто чтобы ощутить реальность. На улице было около 0 градусов, и тент должен был быть ледяным, обжигающим кожу холодом. Но под моей рукой прорезиненная ткань оказалась отчетливо теплой. И это было не равномерное тепло от солнца, а четкое, локальное пятно жара, словно прямо сейчас, в эту самую секунду, с той стороны к стенке вплотную прижимался живой человек, затаивший дыхание всего в полметре от моего лица. Ночью, пока я безуспешно пытался уснуть под звуки шагов за стеной, природа решила сыграть роль беспристрастного судьи и укрыла грязный асфальт стоянки идеально ровным белоснежным ковром, толщиной в пару сантиметров. Снег — это лучший в мире детектив, который фиксирует каждое движение и никогда не лжет. И именно он сейчас безмолвно кричал мне о полной невозможности происходящего. Я смотрел под ноги и чувствовал, как земля буквально уходит из-под подошв, потому что вокруг моих топливных баков простиралась абсолютно нетронутая гладкая белая поверхность. Там были только мои собственные глубокие следы, оставленные секунду назад, и больше ничего. Ни отпечатков чужих тяжелых сапог, ни борозд от волочения канистр, ни единого пятнышка пролитой солярки. Вокруг машины царила стерильная мертвая чистота, словно тягач стоял не на людной парковке, а в безвоздушном пространстве. Это зрелище грубо противоречило всему моему жизненному опыту и здравому смыслу. Ведь чтобы незаметно украсть такой огромный объем горючего, вор должен был топтаться здесь минимум 20 минут, греметь емкостями, работать шлангом и неизбежно превратить снег в грязное месиво. Получалось уравнение, не имеющее логического решения.
Бак закрыт на ключ. К машине за всю ночь никто не приближался на пушечный выстрел. Под днищем сухо, но 100 литров топлива просто растворились в воздухе. Я стоял в полном ступоре, прислонившись спиной к холодному борту, пытаясь найти хоть какую-то рациональную лазейку, но упрямые факты безжалостно загоняли меня в угол, приводя к единственному выводу. Кража была совершена не снаружи. Внешнего врага просто не существовало. И в этот самый момент, бессмысленно глядя на хитросплетение черных трубок и проводов под рамой тягача, меня словно током пронзила страшная в своей простоте техническая догадка, которая мгновенно связала воедино и исчезнувшее топливо, и ночные шаги, и странное тепло тента. Сумерки окончательно превратили трассу в черный коридор. И я, чувствуя, как усталость наливает свинцом веки, свернул на огромную охраняемую стоянку. Это место в свете мощных прожекторов напоминало спящий город металлических великанов. Сотни фур стояли ровными бесконечными рядами, создавая иллюзию безопасности и братства. Казалось бы, здесь, среди своих, в привычном шуме работающих автономных отопителей и запахе солярки, моя тревога должна была раствориться. Но инстинкт, взвинченный странными событиями дня, сработал наоборот. Вместо того, чтобы припарковаться в центре, под самым ярким фонарем, я загнал свой автопоезд в самый дальний, темный и глухой угол площадки, словно хотел спрятать его от посторонних глаз. Я чувствовал себя человеком, который привез в людное место бомбу и теперь пытался замаскировать ее в тени. Я заглушил двигатель, и привычная вибрация пола исчезла, уступив место давящей тишине. Я тщательно задернул плотные шторы, отсекая кабину от внешнего мира и превращая ее в крошечную изолированную капсулу. Щелкнули замки дверей, мой дом на колесах был заперт. Я забрался на спальную полку, укутался в одеяло и закрыл глаза, надеясь провалиться в спасительный сон. Но мой мозг отказывался отключаться. Я лежал в темноте абсолютно неподвижно, боясь даже лишний раз пошевелиться, чтобы шорох ткани не заглушил что-то важное. Мой слух работал на пределе возможностей, сканируя пространство. Но я слушал не улицу. Все мое внимание было сфокусировано на одной точке, на задней стенке кабины, к которой примыкала моя подушка. Ведь именно там, всего в 40 сантиметрах от моего незащищенного затылка, за тонким слоем утеплителя и миллиметром стали, начиналась территория того самого опломбированного прицепа. Я лежал и ждал, мучительно вслушиваясь в пустоту. И с каждой минутой эта тишина становилась все более плотной, тяжелой и угрожающей, словно воздух перед грозой, который вот-вот должен взорваться. И вот через густую ватную тишину спящей кабины пробился звук, которому здесь было совершенно не место. Сухой, ритмичный, едва слышный стук, доносившийся прямо из-за спины. Сначала я попытался обмануть сам себя, списав все на банальную физику. Любой опытный дальнобойщик знает, как по ночам разговаривает остывающий на морозе металл. Тяжелые стальные конструкции, нагретые за день, ночью сжимаются, издавая хаотичные щелчки и скрипы. Я вцепился в эту спасительную мысль, как утопающий в соломинку, лихорадочно уговаривая свой разум успокоиться. «Это просто термодинамика, ничего больше», — шептал я в темноту. «Железо играет, корпус дышит, это абсолютно нормально». Я почти поверил в это. Я безумно хотел в это поверить, чтобы сохранить рассудок. Но стук повторился снова, и на этот раз он окончательно разрушил мою шаткую теорию. 3 четких, уверенных, размеренных удара с идеально одинаковыми интервалами. Это была не хаотичная музыка остывающей стали. Это была осмысленная дробь, выбиваемая чьей-то рукой. Звук шел не с улицы, не от ветра и не от ходовой части. Источник находился внутри опломбированного кузова, прямо за тонкой перегородкой моего спальника. Нас разделяло всего 50 сантиметров пространства, слой мягкой обшивки, лист утеплителя и холодная сталь.
Я лежал, боясь даже вздохнуть, и чувствовал, как липкий холодный пот стекает по виску, а сердце колотится о ребра так сильно, что, казалось, сотрясает всю машину. Мой уютный дом на колесах в одно мгновение превратился в мышеловку. Я отчетливо понимал, если сейчас пересилю животный страх, возьму монтировку и выйду наружу, то не увижу ровным счетом ничего, кроме той же проклятой нетронутой пломбы. Снаружи все будет чисто, но внутри этой черной коробки происходило нечто невозможное. Я замер, превратившись в один большой слуховой нерв, надеясь, что невидимка за стеной успокоится, но спустя минуту паузы раздался новый звук, который был страшнее любого грохота, потому что он доказал мне, я здесь не один. Стук внезапно оборвался, но тишина, которая навалилась следом, оказалась еще более жуткой, потому что она была не пустой, а выжидающий, словно невидимый наблюдатель затаился перед решительным действием. Я лежал, судорожно вцепившись побелевшими пальцами в одеяло, и молил всех известных мне богов, чтобы это была просто игра моего воспаленного воображения. Но реальность нанесла мне новый, сокрушительный удар, окончательно разбивший вдребезги все попытки найти логическое объяснение. Из глубины фургона донесся звук, который невозможно спутать ни с чем другим. Это был тяжелый протяжный скрип резиновых подошв по деревянному настилу пола. Если ритмичный стук еще можно было с огромной натяжкой списать на ветку или температурную деформацию металла, то уверенные, размеренные шаги не оставляли места для сомнений. Кто-то внутри моего опломбированного, якобы герметичного прицепа, набитого по документам хрупкой электроникой, встал в полный рост и начал ходить. Я слышал каждый шаг, как неизвестный пассажир медленно переместился от левого борта к правому, словно разминая затекшие конечности после долгих часов вынужденной неподвижности. Этот звук был глухим, но он передавался через жесткую стальную раму тягача прямо в мою койку, превращаясь в едва уловимую тошнотворную вибрацию, от которой сводило зубы. Весь ужас ситуации заключался в том, что официально я вез воздух и картон, а на деле всего в полуметре от моего незащищенного затылка находилось живое существо весом не менее 80 килограммов. Я живо представил себе эту кошмарную картину. Абсолютная чернильная темнота внутри кузова, спертый воздух, и там, в этом замкнутом стальном мешке, спокойно ходит человек, который чувствует себя хозяином положения. Он не кричал, не звал на помощь, не бился в стены в панике. Он вел себя, как опытный зверь в своей норе. Я почувствовал себя не водителем, а заложником, запертым в тесной кабине с невидимым врагом за спиной. Тонкая перегородка спальника, которая раньше казалась мне надежной защитой, вдруг стала ничтожной преградой из пластика и ваты. Самое страшное было в том, что тот, кто находился за ней, прекрасно знал о моем присутствии, слышал мое дыхание, но даже не пытался скрываться. И вдруг шаги стихли прямо у меня за головой. А затем машина едва заметно качнулась, будто этот некто тяжело привалился спиной к перегородке, разделяющей нас. Утренний свет обладает удивительной способностью растворять ночные страхи, превращая их в смутные, почти смешные воспоминания. И когда я выбрался из кабины на свежий воздух, мне показалось, что вчерашние шаги за стеной были просто игрой уставшего разума. Я приступил к рутинному утреннему ритуалу, который выполняет каждый дальнобойщик: проверка масла, осмотр колес, протирка зеркал. Но все мое спокойствие испарилось в ту секунду, когда я решил проверить остаток горючего.
У любого водителя со стажем в голове работает калькулятор точнее любого компьютера. Я с абсолютной точностью помнил цифры на табло вчерашней заправки и знал, сколько литров должно плескаться в баке. Однако суровая реальность, с которой невозможно спорить, показала мне пугающую картину. Стрелка датчика упала в красную зону, и визуальный осмотр подтвердил худшее. За ночь из моих запасов бесследно исчезло не менее 100 литров дизельного топлива. Это не канистра, которую можно унести в руках. Это огромная бочка весом почти в центнер, и чтобы слить такой объем, нужно время и оборудование. Первая вспышка гнева была направлена на воров, которые часто орудуют на стоянках, сливая солярку у спящих водителей. Я сжал кулаки, готовый увидеть варварски сбитый замок, исковерканную крышку или перерезанный шланг, но, подойдя к баку вплотную, я замер в полном недоумении. Хромированная крышка сияла на солнце, она была плотно закручена, а личинка замка выглядела девственно нетронутой. Я дрожащими руками достал свою связку ключей, вставил ключ в скважину, он вошел мягко, как в масло, и повернулся с привычным щелчком. Бак был заперт намертво. Это казалось физически невозможным — украсть 100 литров жидкости, не открывая емкость, словно топливо просто испарилось сквозь металл. Мой мозг отказывался верить глазам, пытаясь сложить этот пазл, но настоящий ледяной ужас сковал меня лишь в тот момент, когда я опустил взгляд вниз, на землю вокруг тягача, где природа подготовила мне безмолвное, но неопровержимое доказательство того, что никакой внешний враг ко мне не подходил. В обычной жизни мы редко задумываемся о том, как на самом деле устроен грузовик снизу, считая его просто набором железа и колес. Но если заглянуть под раму, можно увидеть сложнейшую паутину черных трубок и шлангов, которые, словно вены в живом организме, опутывают все шасси. Именно вид этих магистралей заставил меня вспомнить простую инженерную истину, которую я в панике упустил из виду. Топливная система тягача — это замкнутый круг. Мощный насос качает горючее из бака к двигателю с огромным запасом, а все лишнее, что мотор не успел сжечь, возвращается обратно в бак по специальной трубке, которую шоферы называют обраткой. Самое жуткое в этом открытии было то, что эти жизненно важные артерии проходят как раз вплотную к днищу моего полуприцепа, буквально в сантиметре от его деревянного пола. В моей голове с пугающей четкостью сложилась картина идеального преступления. Моему ночному гостю вовсе не нужно было быть призраком или уметь летать по воздуху, чтобы не оставить следов на свежем снегу. Ему вообще не нужно было выходить на улицу и мерзнуть. Все было подготовлено заранее. Скорее всего, еще на базе в полуприцепа пропилили незаметный люк, скрытый под ковриком или ящиками. Через это отверстие пассажир просто протянул руку вниз в пространство между рамой и кузовом, нащупал теплый топливный шланг и аккуратно врезался в него, словно комар, который находит вену на теле жертвы. Они высосали мою солярку прямо через пол, находясь в тепле и комфорте, не открывая дверей и не срывая пломб. Я вдруг осознал, что мой мощный тягач стал для них не просто бесплатным такси, а огромной кормушкой. Я вез не груз электроники, я вез внутри своей машины паразитов, которые питались моими ресурсами, дышали моим воздухом и воровали мое топливо прямо на ходу. И это открытие мгновенно превратило мои разрозненные подозрения в леденящую душу уверенность в том, что я попал в самую изощренную ловушку на современной трассе. В этот момент все разрозненные, казавшиеся безумными кусочки головоломки, неестественная тяжесть машины, ночные стуки, пугающий теплый борт прицепа и таинственная кража топлива с пугающей ясностью сложились в единую, законченную картину. Я понял, что столкнулся не с призраками и не с плодом больного воображения, а с чем-то гораздо более реальным, циничным и опасным. В среде профессиональных дальнобойщиков это явление называют синдромом троянского коня, но до сегодняшнего дня я, как и многие, считал это лишь жуткой легендой, которой седые ветераны пугают зеленых новичков на стоянках. Теперь же миф стал моей реальностью. Схема была гениальна в своей простоте.
На том странном складе в мой прицеп загрузили вовсе не коробки с дорогой техникой. Туда поместили специально оборудованную капсулу, замаскированную под груз, внутри которой пряталась группа живых людей. Именно поэтому меня под страхом штрафов не пустили на платформу. Именно поэтому менеджер закрывал собой обзор. Я вез за своей спиной не товар, а мобильную базу налетчиков, их передвижное логово. Те пассажиры внутри чувствовали себя как дома. Они прорезали люк в полу, подключились к моим топливным магистралям, воруя тепло и энергию моего тягача, словно настоящие биологические паразиты. Я с ужасом осознал свою истинную роль в этой криминальной пьесе. Я был не водителем, а слепым инструментом, мулом, чья задача обеспечивать им скорость и безопасность, пока они готовятся к чему-то серьезному. Та странная инерция на поворотах возникала потому, что внутри перемещались люди и оборудование, а тот стук был звуком их быта. Я фактически стал соучастником, сам того не ведая, управляя крепостью для бандитов. Но главный вопрос застыл в воздухе ледяной глыбой. Зачем им нужна такая сложная маскировка? Ответ мог быть только один. Они вышли на охоту прямо здесь, на трассе. И чтобы подтвердить эту догадку, я, сглатывая вязкий ком в горле, потянулся к рации, чтобы настроиться на аварийную частоту и услышать голос внешнего мира. Я потянулся к тангенте рации и настроился на 15-й канал, главную артерию дорожного общения, где обычно царит грубый юмор и обсуждение цен на топливо. Но в это утро эфир был буквально наэлектризован паникой. Сквозь треск статических помех прорывались взволнованные, срывающиеся на крик голоса коллег, которые сообщали новости, от которых кровь стыла в жилах. «Внимание всем на трассе! Работают призраки! Меня вскрыли прямо на ходу! Будьте осторожны!» — истошно вопил водитель, идущий где-то впереди. Другой голос, дрожащий от бессильной ярости, вторил ему. «Подтверждаю, парни, у меня срезали замок и вытащили половину груза, пока я шел на затяжной подъем, но зеркала были чисты, сзади никого не было, они словно растворились в воздухе». Я жадно ловил каждое слово этой радиосводки и чувствовал, как внутри все сжимается в ледяной комок, потому что география этих дерзких нападений с пугающей математической точностью совпадала с моим собственным маршрутом. Грабежи происходили именно в тех точках, которые я проехал совсем недавно. Разрозненные факты в моей голове наконец щелкнули, сложившись в финальную чудовищную картину. Моя машина была не просто укрытием, она служила им подвижной базой, настоящим пиратским фрегатом в океане асфальта. Те профессионалы, что затаились в темном чреве моего прицепа, использовали меня как матку улья. Они выбирались наружу через скрытые люки в крыше или полу, атаковали идущие следом грузовики или обчищили соседей на стоянках, переносили добычу к себе и снова исчезали внутри моей опломбированной крепости. Я был идеальным прикрытием, чистым водителем с официальными документами, на которого полиция подумает в последнюю очередь. И пока я честно крутил баранку, за моей спиной кипела бурная криминальная жизнь. Осознание того, что я стал невольным соучастником целой серии преступлений, ударило по мне сильнее любого штрафа, и теперь мне было жизненно необходимо увидеть своих пассажиров собственными глазами, чтобы понять, с кем именно мне придется вступить в схватку, прежде чем они решат, что я стал им не нужен. Я не мог просто продолжать давить на педаль, делая вид, что все в порядке, пока моя машина служит базой для преступников. Поэтому мне было жизненно необходимо увидеть врага своими глазами, не выдавая себя. Остановиться на обочине означало бы добровольно загнать себя в ловушку, ведь против группы внутри я был бессилен, поэтому я решился на безумный шпионский трюк прямо на полном ходу. Порывшись в бардачке, я нашел длинную селфи-палку, которую когда-то купил ради забавы, и дрожащими от напряжения пальцами закрепил на ней смартфон, переведя его в режим фронтальной камеры.
Моей целью была мертвая зона, крыша полуприцепа, единственное место, скрытое от всех зеркал, и я стал выжидать, когда дорога станет идеально ровной. Как только поток машин поредел, я опустил боковое стекло, и салон мгновенно наполнился оглушительным ревом ветра и холодом, но я, стиснув зубы, высунул импровизированный перископ наружу, поднимая его как можно выше над обтекателем кабины. Ветер рвал гаджет из рук, пытаясь сломать тонкий пластик, а я косил глазом на экран, рискуя потерять управление, и то, что я там увидел, заставило меня забыть, как дышать. Серебристое полотно тента на крыше, которое должно было быть цельным, имело аккуратный, явно рукотворный разрез, похожий на люк подводной лодки, и этот лаз был распахнут. Из темного чрева фургона прямо на скорости 90 км в час медленно и уверенно выбиралась человеческая фигура, облаченная в плотный черный костюм, скрывающий все тело. Этот пассажир двигался с пугающей ловкостью. Он, словно ящерица, прилип к вибрирующему тенту и пополз вперед к кабине, совершенно игнорируя фатальную опасность падения под колеса. Я смотрел на этот сюрреалистичный кадр, не в силах поверить в происходящее, как вдруг человек на крыше замер, будто почувствовал на себе мой взгляд, медленно повернул голову в скрывающее лицо маски прямо в объектив камеры, и в этот момент я понял, что моя тайная слежка раскрыта. В то мгновение, когда наши взгляды пересеклись через маленький мерцающий экран смартфона, время для меня словно застыло, превратившись в вязкий кисель. Человек на крыше, чье лицо было полностью скрыто плотной темной маской, не испугался и не дернулся назад в попытке спрятаться, как сделал бы обычный пойманный с поличным вор. Наоборот, он замер, крепко вцепившись перчатками на натянутый тент, чтобы удержаться на ветру, и смотрел прямо в объектив камеры с ледяным, пугающим спокойствием хищника, который понял, что жертва его наконец-то заметила. Я не видел его глаз за тактическими очками, но физически ощущал этот тяжелый, пронизающий насквозь взор, лишенный всякого страха перед скоростью или законом. Это был настоящий профессионал, для которого мой грузовик был просто рабочим местом, а я — досадной помехой. Мои руки предательски затряслись, и я резким судорожным движением втянул гаджет обратно в салон, едва не выронив его на пол, и тут же ударил по кнопке стеклоподъемника, возводя хрупкую стеклянную преграду между нами. Но было уже поздно. Игра в кошки-мышки закончилась, маски были сброшены. Теперь они знали, что я знаю. Мой статус мгновенно изменился. Из полезного слепого водителя я превратился в нежелательного свидетеля, в проблему, которую рано или поздно придется решать радикально. Я с ужасом ждал, что они начнут штурмовать кабину прямо на ходу, но фигура наверху лишь медленно демонстративно погрозила мне пальцем, требуя полного подчинения, а затем плавно, как змея, скользнула обратно в черную щель разреза на крыше. Они вернулись в свое логово, чтобы обсудить новый план действий. Я остался один на один с бесконечной дорогой, понимая страшную истину. Теперь я заложник в собственной машине. Я посмотрел на проносящийся мимо пейзаж и осознал, что просто нажать на тормоз и выйти я уже не могу, потому что любая моя попытка остановить тягач будет расценена ими как начало открытого конфликта, в котором у меня, безоружного водителя, нет ни единого шанса на победу. Осознание того, что я нахожусь в полной власти неизвестных людей за спиной, навалилась на меня тяжелой бетонной плитой. Кабина, которая всегда была моей неприступной крепостью, мгновенно превратилась в тесную одиночную камеру на колесах. Мой первый панический порыв — резко ударить по тормозам, выскочить на обочину и бежать в лес без оглядки — был бы фатальной ошибкой.
Я прекрасно понимал, что те, кто сидит в прицепе, это не уличная шпана, а серьезная подготовленная группа. И пока я буду возиться с замком ремня безопасности, они уже окажутся рядом. Звонить в органе правопорядка прямо сейчас тоже было бессмысленно. Пока помощь доберется до этого глухого участка трассы, пройдет вечность, а любое подозрительное действие может спровоцировать пассажиров на крайние меры. У меня оставался только один путь — продолжать движение, изображая полное смирение и покорность. Пока колеса крутятся, я им жизненно необходим. Я их гарантия мобильности и идеальная маскировка, поэтому они меня не тронут, пока я выполняю функцию послушного рулевого. Я снова вцепился в руль побелевшими пальцами, стараясь вести машину максимально плавно, всем своим видом показывая: «Я все понял, я не создам проблем, я просто везу вас». Но это шаткое перемирие, основанное на страхе, продлилось совсем недолго. Видимо, мои незримые попутчики решили, что одной молчаливой угрозы недостаточно для полного контроля над ситуацией, и перешли к активным техническим действиям. Внезапно стрелка манометра на панели приборов, отвечающая за давление воздуха в тормозных контурах, дрогнула и начала медленно, но неумолимо ползти вниз, к красной аварийной зоне. Это была не случайная поломка компрессора, это было прямое наглое вмешательство в организм машины. Они нашли доступ к главным воздушным магистралям изнутри кузова и теперь демонстративно стравливали драгоценный воздух, ясно давая мне понять: если я попробую сделать неверный шаг, они могут остановить этот многотонный автопоезд в любую секунду, полностью лишив меня управления. Пронзительный истеричный писк зуммера в кабине ударил по ушам, заглушая даже ровный гул дизеля, а ярко-красная лампа аварийной тревоги вспыхнула на панели приборов, словно глаз разъяренного циклопа. Стрелка манометра стремительно падала, пересекая критическую черту в 6 атмосфер, и в ту же секунду я физически ощутил, как мой тягач, который еще мгновение назад летел вперед легко и свободно, вдруг споткнулся, будто наткнулся на невидимую стену из вязкой смолы. Это сработала автоматическая защита. Мощные пружины энергоаккумуляторов начали прижимать тормозные колодки к дискам, пытаясь принудительно остановить машину, потерявшую воздух. Мои незримые пассажиры действовали с хирургической точностью и пугающим цинизмом опытных механиков. Они не перерезали шланг полностью, что вызвало бы мгновенную, жесткую блокировку колес и неминуемый занос, а лишь слегка надрезали или приоткрыли магистраль, заставляя драгоценный воздух выходить медленно, с противным ядовитым шипением, которое я слышал даже сквозь шум ветра. Машина превратилась в неуклюжего больного гиганта, которого тянут назад на тугом стальном поводке. Двигатель натужно ревел, захлебываясь соляркой, вибрация от поджатых тормозов передавалась на руль мелкой противной дрожью, от которой немели руки. Это был их способ управления мной без единого слова и прямого контакта. Они буквально взяли технику за горло, регулируя мою скорость уровнем своей наглости. Я понял этот грубый механический язык мгновенно. Им не нужно было, чтобы я летел под 90 км в час, обгоняя поток. Им нужен был тихий, незаметный ход. Я был вынужден подчиниться силе и убрать ногу с педали газа, позволяя автопоезду замедлиться до унизительного черепашьего темпа. Шипение воздуха тут же немного стихло, колодки слегка разжались, подтверждая, что я правильно расшифровал их варварское послание. Теперь мы ползли по правой полосе, и я чувствовал себя жалкой марионеткой, нитью управления, которые уходят в темную дыру за моей спиной. Но внезапно меня осенило, что эта их абсолютная уверенность в контроле над тормозами может стать тем самым единственным смертельно опасным оружием, которое у меня еще осталось в запасе. Я быстро выучил этот новый унизительный язык общения, на котором со мной заговорили захватчики. Стоило мне послушно убрать ногу с педали газа и позволить стрелке спидометра упасть до 40 км в час, как ядовитое шипение стравливаемого воздуха тут же прекратилось. Давление в системе, еще секунду назад бывшее критическим, начало плавно расти, возвращаясь в безопасную зеленую зону,
и тормозные колодки с мягким вздохом отпустили раскаленные диски. Это была классическая дрессировка, как в цирке с дикими зверями. Сделал трюк правильно, получил награду, ошибся, получил болезненный удар хлыстом. Моим незримым пассажирам было крайне неудобно работать на высокой скорости, ведь тряска, вибрация и свистящий ветер мешали им свободно перемещаться внутри кузова и вылезать на крышу для своих темных дел. Поэтому они превратили меня в своего личного шофера прогулочного лимузина, требуя идеальной плавности и тишины. Я сжимал оплетку руля до хруста в суставах, чувствуя себя абсолютно беспомощным придатком к машине, простым биороботом, чья единственная задача — вести паразитов с максимальным комфортом. Они упивались своей безграничной властью, контролируя каждый мой маневр через пневматическую систему, но именно эта наглая самоуверенность подсказала мне единственный возможный план спасения. Ослепленные своим техническим превосходством, они забыли простейшую школьную физику, которая работает для всех одинаково, невзирая на ранги. У меня не было пистолета. Я был один против организованной группы, но в моих руках находился инструмент управления колоссальной массой в 40 тонн. Они, находясь в просторном, как комната, кузове, скорее всего, не были пристегнуты ремнями и свободно ходили по полу, чувствуя себя в полной безопасности, как у себя дома. Это была их главная, фатальная уязвимость. Я посмотрел в зеркало заднего вида на огромный серебристый ящик за спиной и зло улыбнулся. У меня есть инерция, и я собирался превратить ее в сокрушительное оружие, способное переломить ход этой игры. Я посмотрел на свои пустые ладони, сжимающие руль, и горько усмехнулся. У меня не было ни пистолета, ни ножа, ни даже тяжелой монтировки под рукой, чтобы защитить себя в честном бою, ведь против группы крепких подготовленных профессионалов я был всего лишь простым водителем, практически обреченным на поражение в прямой схватке. Но затем я перевел взгляд на убегающую под колеса серую ленту асфальта и вспомнил главный неумолимый закон трассы, который не щадит никого. У меня было кое-что пострашнее любого огнестрельного оружия. В моем полном распоряжении находилась чудовищная разрушительная кинетическая энергия разогнанного состава весом в 40 тонн. Мои наглые непрошенные гости, упиваясь своим техническим превосходством и контролем над воздухом, совершили роковую непростительную тактическую ошибку. Они чувствовали себя в просторном кузове слишком вольготно, ходили там в полный рост, не пристегнутые ремнями, абсолютно не готовые к резкой смене ритма. Они забыли, что находятся внутри гигантского стального снаряда, летящего сквозь пространство. Я решил хладнокровно использовать против них единственный маневр, который в обычной жизни считается самым подлым и опасным поступком на дороге, но сейчас был моим единственным призрачным шансом на спасение — полное экстренное торможение в пол. Расчет был прост и жесток. Если я ударю по педали со всей силы, то мой тягач, обладающий мощными дисковыми тормозами, клюнет носом и встанет как вкопанный за считанные метры, а вот все незакрепленное содержимое прицепа по инерции продолжит лететь вперед с прежней скоростью поезда. Живые люди, лишенные опоры, мгновенно превратятся в беспомощных тряпичных кукол, которых с огромной нечеловеческой силой швырнет о переднюю металлическую стенку кузова, ту самую, что находится прямо за моей спиной. Это будет жесткий, сокрушительный удар, сравнимый по силе с падением с 3-го этажа на бетон, который гарантированно выведет противника из строя. Я максимально туго затянул свой ремень безопасности, чтобы он буквально врезался в ребра и удерживал меня в кресле, уперся левой ногой в пол кабины, морально и физически готовясь к дикой перегрузке, и бросил быстрый контрольный взгляд в зеркала заднего вида. Сзади было чисто, дорога уходила вдаль прямой стрелой, никого не было, кто мог бы случайно врезаться в нас. Я глубоко вдохнул, выравнивая сбившееся дыхание,
перенес правую ногу на широкую педаль тормоза и, выбрав момент, когда, судя по звукам шагов, движение в кузове было самым активным, резким, отчаянным движением вдавил педаль в пол до самого упора, запуская необратимый процесс. Мир за лобовым стеклом мгновенно превратился в смазанное безумное пятно, когда я всем весом тела, вложив в это движение всю свою ярость и страх, навалился на педаль тормоза. Это был не просто технический маневр, это был акт отчаяния, моя единственная попытка перевернуть шахматную доску. 40-тонная стальная махина, повинуясь моей воле, резко клюнула носом к асфальту, и я услышал, как дико протестующе завыла резина, разрываясь о шершавое покрытие и оставляя на нем дымящиеся черные полосы длиной в десятки метров. Кабину тряхнуло с такой чудовищной силой, что мой позвоночник хрустнул, а ремень безопасности, врезавшийся в грудь, едва не сломал мне ребра, выбив из легких весь воздух. Но эта боль была ничем по сравнению с тем хаосом, который творился в эту секунду за моей спиной. Неумолимые законы физики, которые мои враги так самонадеянно и глупо игнорировали, предъявили им счет мгновенно и в полном объеме. Я услышал жуткий, оглушительный грохот, донесшийся из недр прицепа, незакрепленное оборудование, тяжелые ящики и, самое главное, живые люди. Все это единой неуправляемой лавиной полетело вперед, не в силах сопротивляться инерции. Раздался глухой, тяжелый, тошнотворный удар о переднюю металлическую стенку кузова, прямо за моим спальником, словно в борт с размаху врезался гигантский таран. Переборка выгнулась, жалобно скрипнув, но выдержала этот натиск. Сквозь шум оседающей пыли и свист стравливаемого воздуха я отчетливо до дрожи в коленях различил звуки, которые нельзя спутать ни с чем. Сдавленные крики боли, тяжелые стоны и грязную, отборную брань людей, которых только что швырнуло с силой кузнечного молота о холодную сталь. Моя безумная задумка сработала идеально. Я представил, как они сейчас валяются там, в полной темноте, среди перевернутых вещей, оглушенные, побитые и дезориентированные. На секунду меня захлестнула пьянящая эйфория от первой маленькой победы. Я перестал быть покорной жертвой и нанес врагу первый болезненный удар. Я дрожащими руками воткнул пониженную передачу, собираясь рвануть с места и вилять по трассе, не давая им подняться. Но моя радость оказалась преждевременной и наивной. Грузовик дернулся, мощный мотор взревел, набирая обороты, но мы не сдвинулись вперед ни на миллиметр, словно примерзли к дороге. И в этот момент снизу раздался отвратительный металлический скрежет, давший мне понять — раненые звери в кузове оправились от шока мгновенно и нанесли ответный удар, который лишил меня возможности двигаться. Моя надежда на то, что резкое торможение выведет их из игры, рассыпалась в прах, как только сработали тормозные камеры прицепа, намертво приковав нас к асфальту. Те, кто сидел внутри, оказались не просто бандитами, а техническими профи. Они перекрыли воздух, заблокировав колеса, и теперь мы стояли посреди трассы, окутанные едким дымом от сожженной резины. Я лихорадочно искал выход, понимая, что мой главный козырь, инерция, уже разыгран, а заморозить их я не мог, ведь за спиной у меня был не герметичный рефрижератор, а обычный тент, просто натянутый на каркас кусок плотной прорезиненной ткани, который не держит ни тепло, ни холод. И именно этот факт, который секунду назад казался мне слабостью, вдруг озарил меня спасительной догадкой. Тент не является броней. Это всего лишь ширма, которая скрывает их от глаз, но она не защищает от звука и света. Я увидел в зеркало заднего вида, как серое полотно тента у переднего борта начало неестественно выгибаться, а затем сверкнуло лезвие ножа, разрезающее ткань. Они прорезали выход, чтобы добраться до кабины. У меня оставались считанные секунды до штурма. Я не мог превратить кузов в морозилку, но я мог превратить нашу стоянку в самую громкую и заметную точку на карте, привлекая внимание любого патруля в радиусе 5 километров.
Сжав зубы, я врубил все, что было в арсенале тягача, щелкнул тумблерами задних рабочих прожекторов, которые залили пространство между кабиной и прицепом ослепительным белым светом прямо в глаза тем, кто резал тент, включил аварийную сигнализацию и, набрав полные легкие воздуха, обеими руками повис на шнуре пневматического звукового сигнала. Мощный, корабельный рев двух дудок на крыше разорвал ночную тишину. От этого звука вибрировали стекла и закладывало уши. Я рассчитывал, что этот адский шум заставит их дрогнуть, спрятаться обратно или хотя бы замешкаться, опасаясь свидетелей. Но вместо паники я получил ответ, который окончательно отрезал меня от мира. Мой расчет на то, что чудовищный рев пневматического сигнала заставит налетчиков запаниковать и разбежаться, или хотя бы привлечет внимание редких ночных водителей, оправдался лишь отчасти. Они действительно отреагировали, но совсем не так, как я надеялся в своих наивных мечтах. Вместо того, чтобы в ужасе покинуть судно, они действовали с пугающим, почти механическим хладнокровием опытных диверсантов, которые точно знают, как обезвредить систему тревоги. Внезапно, на самой высокой пронзительной ноте мой оглушительный гудок захлебнулся и смолк, но не плавно, как бывает, когда в ресиверах кончается воздух, а резко и страшно, словно кто-то безжалостно перерезал голосовые связки гигантскому зверю. Наступившая ватная тишина ударила по ушам больнее, чем любой грохот, и в ту же самую секунду ослепительные пятна задних прожекторов погасли, мгновенно погрузив все пространство вокруг машины в густую, липкую, чернильную тьму. Я с ужасом понял, что они добрались до коммуникации за кабиной и просто перерубили кабели, лишив меня голоса и зрения. Теперь я сидел в стремительно остывающей машине посреди пустой трассы, как слепой котенок, и единственным источником света оставался тусклый экран моего смартфона. Я судорожно схватил его влажной от пота ладонью, пытаясь набрать номер службы спасения, но дисплей встретил меня равнодушной, мертвой пустотой. В верхнем углу, где обычно уверенно светились полоски связи, теперь безнадежно мигал крестик. «Поиск сети». Эта надпись выглядела как приговор, ведь я точно знал, что на этом участке федеральной магистрали покрытие всегда было идеальным. Холодная догадка пронзила мозг. У моих пассажиров работала мощная портативная глушилка, которая накрыла грузовик невидимым куполом радиомолчания, отрезав меня от мира. Я бросил бесполезный телефон и посмотрел в зеркало. Серый брезент тента окончательно лопнул под лезвием ножа, и сквозь длинный разрез на асфальт, мягко пружиня ногами, начали выпрыгивать темные молчаливые силуэты, которые не побежали в лес, а методично, шаг за шагом, начали сжимать кольцо вокруг моей кабины. Темные фигуры за окном двигались слаженно и бесшумно, словно стая волков, загоняющая добычу, и я с леденящим ужасом осознал, что мой штатный дверной замок для них не более чем смешная игрушка из пластика. Это были необычные грабители с монтировками, которые крушат все подряд ради наживы. Их экипировка, их движение, то, как они держали дистанцию и контролировали сектор обзора, все выдавало в них профессионалов высочайшего класса, для которых штурм грузовика был рутинной задачей. Я вжался в спинку кресла, чувствуя себя загнанным зверем, и лихорадочно искал хоть что-то тяжелое для самообороны, но было слишком поздно. Тот, кто шел первым, видимо, командир этой группы, спокойно подошел к моей двери, даже не пытаясь прятаться. Сквозь стекло я встретился с ним взглядом, и меня поразило отсутствие в его глазах злобы или азарта, там был только холодный расчет. Он не стал бить стекло локтем или ломать ручку. Вместо этого он медленно, почти лениво достал из кармана разгрузочного жилета небольшое круглое устройство, похожее на черную хоккейную шайбу, и уверенным движением прислонил его к боковому стеклу прямо напротив моего уха. Я даже не успел понять, что это такое, как он нажал кнопку, и в ту же секунду кабину разорвал невыносимый, пронзительный высокочастотный
нестерпимый визг, который невозможно было описать словами. Этот звук не просто бил по ушам, он словно ввинчивался прямо в мозг, вызывая дикую тошноту, головокружение и полную потерю ориентации в пространстве. Я закричал от боли, пытаясь закрыть голову руками, но этот акустический удар проходил сквозь плоть и кости, превращая меня в беспомощную куклу. Мир вокруг поплыл, контуры предметов смазались, и когда я уже был на грани того, чтобы потерять сознание от болевого шока, пытка внезапно прекратилась. Щелкнул механизм замка, и дверь моей крепости распахнулась настежь, впуская внутрь ледяной ночной воздух и человека, который должен был стать моим концом. Я зажмурился, ожидая жестокой расправы, но вместо удара почувствовал, как сильная рука в тактической перчатке просто уверенно вдавила мое плечо обратно в кресло, фиксируя меня на месте. Никакой лишней боли, только жесткий властный контроль. Я с трудом разлепил веки, все еще чувствуя головокружение от звукового удара, и увидел, как командир штурмовой группы, нависающий надо мной в дверном проеме, медленно стягивает с лица черную маску. Я приготовился увидеть перекошенную злобой физиономию бандита, но на меня смотрел абсолютно спокойный, гладко выбритый мужчина лет 40 с цепким стальным взглядом. В его глазах не было ни капли азарта или жажды наживы, там читался лишь холодный расчет офицера, у которого операция пошла не по плану. Он бегло осмотрел меня, убеждаясь, что я в сознании и способен воспринимать информацию, и произнес фразу, которая мгновенно перевернула весь мой мир с ног на голову. «Ты отлично водишь и умеешь принимать жесткие решения, водитель, но ты совершил фатальную ошибку в своих выводах. Мы находимся в твоем прицепе не для того, чтобы украсть груз. Мы сидим там с самого начала рейса, чтобы охранять его любой ценой». Он полез во внутренний карман разгрузки, и мое сердце пропустило удар, но он достал не оружие, а темно-красное удостоверение с золотым гербовым тиснением, от вида которого у меня перехватило дыхание. «Мы группа сопровождения федеральной службы, а ты везешь не бытовую электронику, а секретный прототип, за которым охотится половина теневого мира», — чеканил он каждое слово, убирая документ. «Мы использовали твою машину в темную, как идеальное прикрытие, но теперь, благодаря твоему геройству, маскировка сорвана». Я сидел оглушенный этой правдой, пытаясь осознать, что я не жертва, а соучастник государственной тайны, как вдруг горизонт позади нас озарился тревожными синими вспышками десятков маячков, разрезающих ночную тьму. Я с облегчением выдохнул. Наконец-то, полиция! Но командир посмотрел на стремительно приближающиеся огни с неподдельным ужасом, передернул затвор автомата и резко крикнул мне в лицо: «Это не полиция! Заводи мотор быстро, если хочешь остаться в живых!» Я оцепенел всего на долю секунды, пытаясь уложить в голове этот безумный поворот сюжета. Те, кого я все последние часы считал своими врагами и мучителями, на самом деле были моей единственной защитой, а те, кто мчался ко мне с мигалками, оказались настоящими хищниками. Командир спецгруппы не стал ждать, пока я выйду из ступора. Он буквально влетел в кабину на пассажирское сиденье, захлопнул дверь и гаркнул в свою гарнитуру короткую, но яростную команду: «Сброс блокировки! Живо! Код красный! У нас контакт!» Я дрожащими пальцами повернул ключ зажигания, и мощный дизель отозвался недовольным рыком. Но трогаться было нельзя, прицеп все еще держал нас мертвой хваткой. В зеркалах заднего вида я видел, как синие огни приближаются с пугающей скоростью, и теперь, когда они были совсем близко, я отчетливо разглядел, что это не патрульные машины с цветографическими схемами, а массивные черные внедорожники без номеров, на крышах которых были установлены фальшивые спецсигналами. Они шли плотным клином, перекрывая всю ширину трассы, явно намереваясь не проверять документы, а брать нас в жесткую коробочку и сбрасывать с дороги. «Давай, отпускай же!» – прошипел я сквозь зубы, и в этот момент снизу раздался громкий шипящий звук. Парни в кузове, действуя как единый слаженный механизм, экстренно восстановили подачу воздуха в систему. Контрольные лампы на панели погасли, колодки с лязгом разжались, и 40-тонный автопоезд, словно спущенный с цепи зверь, рванул вперед.
Я вдавил педаль газа в пол до упора, чувствуя, как турбина свистит на пределе возможностей, и мы начали тяжело набирать скорость, пытаясь оторваться от преследователей. Но те, кто гнался за нами, были готовы к такой гонке. Из окон головного джипа высунулись люди, и я увидел вспышки. Командир рядом со мной мгновенно оценил обстановку, нажал неприметную кнопку на панели приборов, открывая скрытый отсек в торпеде, о существовании которого я даже не подозревал, и достал оттуда массивный металлический кейс. «Слушай меня внимательно, водитель». Его голос был спокойным, но твердым, как гранит. «Сейчас начнется настоящий ад. Твоя задача — держать руль прямо и не останавливаться, даже если у нас отвалятся все колеса. Все остальное мы берем на себя». Он распахнул кейс, и я увидел внутри сложную панель управления с джойстиками и экраном, напоминающую пульт от боевого дрона. Но то, что произошло в следующую секунду позади нас, заставило меня усомниться в реальности происходящего. Я вцепился в руль до побелевших костяшек, когда командир, вместо того, чтобы нажимать на какие-то фантастические кнопки, просто схватил рацию и рявкнул в нее одну короткую, жестокую команду: «Мусор за борт!». В зеркалах заднего вида я увидел, как бойцы в кузове, страхуя друг друга, навалились на высокие деревянные палеты, которые все это время служили маскировкой для особого груза. Они ударами ножей перерезали крепежные ремни и с диким усилием вытолкнули тяжелые деревянные щиты прямо в зияющую дыру разрезанного тента навстречу летящим следом джипам. На скорости 90 км в час эти безобидные на вид деревяшки мгновенно превратились в смертоносные снаряды, обладающие разрушительной силой стенобитного орудия. Головной внедорожник преследователей не успел даже дернуться. Он с тошнотворным хрустом, который я услышал даже сквозь шум мотора и свист ветра, врезался в вылетевшую конструкцию. Бампер разлетелся в мелкие щепки, капот вздыбился гармошкой, пробивая лобовое стекло, и тяжелую машину швырнуло в сторону, словно сломанную пластиковую игрушку, прямо в глубокий кювет, где она перевернулась на крышу, поднимая тучи снежной пыли. Второй преследователь, пытаясь уйти от столкновения с обломками, резко выкрутил руль, потерял управление на скользкой от инея трассе и, вращаясь волчком, вылетел на встречную полосу, чудом не задев отбойник. Это была не красивая сцена из голливудского боевика, а грязная, страшная авария, реальный дорожный кошмар, от которого внутри все сжималось в ледяной комок ужаса. Трасса позади нас мгновенно опустела, остались только хаотично светящие фары в кюветах и груды искореженного металла на асфальте. Я с облегчением выдохнул, чувствуя, как мелко дрожат колени, и уже хотел сбавить скорость, решив, что погоня закончена, и мы оторвались, но командир рядом со мной даже не улыбнулся. Он напряженно всматривался в темноту впереди и вдруг с силой ударил кулаком по панели приборов. «Тормози! В пол тормози, дурак!» Я перевел взгляд на дорогу и почувствовал, как сердце падает в пятки. В свете моих фар метрах в 200 впереди трассу полностью перегораживал поперек длинный ржавый лесовоз, груженный огромными бревнами под самую завязку. И проскочить мимо этой глухой баррикады не было ни единого шанса. Я вдавил педаль тормоза в пол, молясь всем известным богам, чтобы многотонная махина остановилась на этом льду, и мы замерли буквально в полуметре от шершавых, темных стволов сосен, наваленных поперек дороги на старом лесовозе. Путь был отрезан наглухо. Мы угодили в классический мешок, из которого нет выхода на колесах. Командир спецназа, сидевший рядом, мгновенно оценил ситуацию, и в его глазах я не увидел страха, только холодную решимость профессионала, для которого я был всего лишь случайным гражданским, невольно попавшим в жернова чужой войны. «Слушай меня внимательно, водитель». Его голос звучал жестко, как удар хлыста, перекрывая шум приближающейся погони. «Ты здесь ни при чем. Ты просто извозчик. Они пришли за нами и за грузом. А ты им не нужен, пока не путаешься под ногами. Прыгай в лес прямо сейчас, беги в чащу и сиди тихо, если хочешь дожить до рассвета». Он грубо толкнул меня в плечо, буквально вышвыривая из теплой кабины в ледяную ночь, а сам схватил рацию и начал отдавать короткие боевые команды своим бойцам, которые уже занимали оборону вокруг фуры. Я, спотыкаясь и проваливаясь по пояс в рыхлые сугробы, в панике пополз к спасительным деревьям, чувствуя себя маленькой песчинкой, которую вот-вот раздавят.
Добравшись до первых густых елей, я упал за толстый ствол, пытаясь отдышаться, и осторожно выглянул, чтобы оценить обстановку. Мой взгляд упал на кабину того самого ржавого лесовоза, что перегородил нам путь, и я ожидал увидеть там испуганного работягу или пустоту, но реальность оказалась куда страшнее. За грязным стеклом лесовоза сидел человек в такой же профессиональной экипировке, как и те, кто гнался за нами. Он спокойно наблюдал за сценой через прибор ночного видения и, заметив мое шевеление в кустах, не стал стрелять, а лишь медленно кивнул кому-то невидимому, кто, как я с ужасом понял по хрусту веток, все это время прятался в снегу прямо за моей спиной. Я даже не успел обернуться на этот предательский хруст веток, как тяжелый удар приклада под колени сбил меня с ног, и я лицом зарылся в колючий, обжигающий снегом сугроб. Чьи-то сильные руки, жесткие, как стальные тиски, мгновенно скрутили меня, не давая ни малейшего шанса на сопротивление, и рывком вздернули вверх, словно нашкодившего щенка. Я оказался в руках людей в белых маск-халатах, которые словно призраки возникли из леса. Это была идеально спланированная засада, в которую я сам же и прибежал. Меня грубо волоком потащили обратно к дороге, к свету фар, и я с горечью понял, что моя попытка бегства была жалкой ошибкой. Они контролировали каждый метр периметра. Меня швырнули на колени прямо в грязную снежную кашу рядом с колесом моего тягача, и я стал свидетелем финала этой короткой битвы. Возле машины все было кончено. Сопротивление группы сопровождения было подавлено числом и грубой силой. Я видел, как командира спецназа, того самого, что дал мне шанс сбежать, двое бойцов удерживают лицом в асфальт, выкручивая руки. К нему медленной хозяйской походкой подошел высокий человек в гражданском пальто, который резко выделялся на фоне людей с оружием. Он не стал тратить время на разговоры с военным, а сразу перевел тяжелый, оценивающий взгляд на меня. Один из наемников уже вскинул автомат, наводя ствол мне в грудь, готовый убрать ненужного свидетеля, но главный резко, властно поднял ладонь, останавливая казнь. Он подошел ко мне вплотную, брезгливо осмотрел мою промокшую куртку и громко, чтобы слышали все, произнес фразу, которая стала моим новым приговором, страшнее пули: «Убрать оружие». Водитель нам нужен живым и здоровым. У нас впереди 3 федеральных блокпоста и весовой контроль. Если за рулем этой машины будет сидеть кто-то другой, а не вписанный в электронную путевую карту сотрудник, нас остановят и досмотрят на первом же километре. Он наш единственный живой пропуск через кордоны, и он повезет нас туда, куда я скажу». Меня грубо швырнули на водительское кресло, словно бесправную куклу. И родная кабина, которая всегда была моей неприступной крепостью, в одно мгновение превратилась в тесную камеру одиночного заключения. Рядом, на пассажирское место, по-хозяйски уселся тот самый человек в дорогом пальто, наполнив салон запахом морозной свежести и элитного парфюма, который дико и неуместно смешивался с ароматом старой солярки. Он не стал размахивать оружием или кричать, а просто положил тяжелую руку мне на плечо и тихо, вкратчиво произнес: «Заводи мотор, и без глупостей. Одно лишнее мигание фарами встречным, один резкий рывок руля, и твоя поездка закончится фатально прямо здесь». Я дрожащими пальцами повернул ключ, запуская дизель, и с ужасом увидел в зеркале заднего вида, как его люди быстро растаскивают завал из бревен, освобождая проезд, а поверженных бойцов спецназа, связанных по рукам и ногам, грузят в кузов старого лесовоза, увозя в неизвестном направлении. Мы тронулись, и я вел 40-тонную махину так плавно, словно вез хрусталь, боясь даже дышать громче положенного, пока мы проезжали мимо сонных постов ДПС, где инспекторы лениво провожали нас взглядами, не замечая моего бледного лица и напряжения в кабине. Я отчаянно надеялся, что мы останемся на оживленной федеральной трассе, где есть камеры, заправки и люди, но через 50 километров мой новый штурман разрушил эту надежду одной фразой. «На следующей развилке уходишь резко вправо, на черный тракт», — скомандовал он ледяным тоном. У меня перехватило дыхание,
Ведь каждый местный водитель знал, что эта заброшенная дорога через болото закрыта уже 10 лет и пользуется дурной славой гиблого места. Но спорить с дулом пистолета, упертым в бок через ткань пальто, было бесполезно. Я повернул руль, съезжая с надежного асфальта в темноту разбитой грунтовки, и в свете фар мелькнул ржавый знак «Тупик», окончательно давая мне понять: мы едем туда, откуда обычно не возвращаются. И именно там, в глухой тишине, они планируют избавиться от меня сразу после того, как я выполню свою последнюю задачу. Колеса моего многотонного тягача с тяжелым гулом проваливались в глубокие выбоины старого, разбитого десятилетиями асфальта, заставляя высокую кабину жалобно стонать и раскачиваться из стороны в сторону, словно шлюпку в жестокий шторм. Мы ползли по этому проклятому черному тракту уже полчаса, и с каждым пройденным километром вековой лес вокруг становился все гуще, мрачнее и враждебнее, смыкаясь над нами плотным черным сводом, не пропускающим даже свет луны. Мой самоуверенный конвоир, этот холеный человек в дорогом пальто, заметно расслабился, окончательно уверовав в свою полную, безграничную власть над ситуацией. Он даже небрежно убрал оружие во внутренний карман, искренне считая меня окончательно сломленным, покорным исполнителем, который слишком напуган, чтобы даже помыслить о сопротивлении. Он лениво поглядывал на светящийся экран своего смартфона и уже предвкушал скорый триумф, совершенно не замечая, как жадно и напряженно я слежу за каждым его движением, ожидая момента. Впереди, сквозь чистокол голых деревьев, вдруг пробился тусклый мертвенный свет чужих фар. Нас уже ждали. Это была та самая конечная точка, глухая поляна посреди непроходимых топий, где меня планировали тихо списать со счетов как ненужный отработанный материал. «Вижу принимающую сторону», — буркнул мой пассажир, довольно ухмыляясь своему отражению в стекле. «Давай, водитель, подъезжай прямо к тем джипам и глуши мотор. Твоя работа окончена, сейчас получишь щедрый расчет и пойдешь домой пешком». Он нагло врал мне прямо в лицо, и мы оба прекрасно знали эту страшную правду. Никакой дом меня не ждет, я останусь в этих болотах навсегда. Он вальяжно потянулся к замку ремня безопасности и с сухим металлическим щелчком отстегнул его, готовясь выйти навстречу своим подельникам как победитель. Это была его единственная, фатальная и непоправимая ошибка. Он забыл, что на этой заброшенной дороге, которую я знал как свои 5 пальцев еще с лихих 90-х годов, есть один коварный гибельный поворот прямо перед поляной, Ведьмин Лог, где узкая насыпь делает резкий, непредсказуемый зигзаг над бездонной черной трясиной. Я увидел этот поворот в свете своих фар, увидел, что мой враг не пристегнут и беззащитен перед законами физики, и понял, это мой единственный, последний шанс. Вместо того, чтобы плавно нажать на тормоз, как он приказал, я с диким звериным рыком, полным накопившейся ярости, вдавил педаль газа в самый пол и резко до упора выкрутил руль в сторону темнеющего обрыва. Мир за окнами мгновенно перевернулся, когда 40-тонная махина, повинуясь моему безумному маневру, сошла с твердой насыпи прямо в черную, незамерзающую пасть болота. Законы физики сработали безотказно и жестоко. Чудовищная центробежная сила подхватила моего самоуверенного пассажира, который так опрометчиво отстегнул ремень безопасности, и швырнула его через всю кабину, словно тряпичную куклу. Он даже не успел понять, что произошло, как с глухим, тяжелым звуком врезался в боковую стойку и тут же обмяк, потеряв ориентацию в пространстве. В следующую секунду раздался оглушительный грохот удара о землю, от которого, казалось, у меня внутри оборвались все органы. Лобовое стекло брызнуло в лицо тысячей мелких осколков, металл жалобно застонал, скручиваясь в узел, и наш огромный тягач, ломая вековые ели, как сухие спички, завалился на правый бок, наполовину уйдя в ледяную жижу трясины. Меня спасли только ремни, которые буквально врезались в тело, оставив на ребрах глубокие следы, но сознание я удержал.
В наступившей звенящей тишине, нарушаемой лишь зловещим шипением пробитого радиатора и паром, валившим от горячего мотора, я висел в кресле на боку и видел, как мой враг неподвижно лежит внизу, на разбитой пассажирской двери, не подавая признаков активности. Казалось бы, это победа, но моя радость тут же сменилась леденящим ужасом. Сквозь густую паутину трещин на уцелевшем куске стекла я увидел, как на поляне впереди, где нас ждала принимающая сторона, тревожно заметались лучи мощных тактических фонарей. Люди из джипов услышали грохот крушения и мгновенно поняли, что их идеальный план рухнул. Они не собирались убегать. Они, словно стая разъяренных волков, уже бежали к месту аварии, продираясь сквозь снег. Я судорожно отстегнул замок, рухнул вниз, больно ударившись о торпеду, и, нащупав под ногами тот самый тяжелый свинцовый контейнер, который мне доверил командир спецназа, через выбитый люк в крыше выбрался наружу в холодную зимнюю ночь. Я успел отползти всего на 20 метров в густой колючий кустарник, когда услышал за спиной яростный крик, от которого кровь застыла в жилах. В машине только этот. Водитель ушел. След свежий, ведет в чащу. Найти его любой ценой. Он забрал ключ от контейнера. Я бежал сквозь густой колючий кустарник, из последних сил прижимая к груди тяжелый свинцовый ящик, который оттягивал руки, словно пудовая гиря, и каждое движение давалось мне с невероятным трудом. Ноги по колено проваливались в глубокий рыхлый снег, под которым предательски хлюпала ледяная болотная жижа, а легкие буквально горели огнем от морозного воздуха, который я жадно хватал ртом. За спиной, совсем близко, слышался треск ломаемых веток и тяжелое дыхание преследователей. Они шли по моему следу быстро и уверенно, как стая голодных волков, и дистанция между нами неумолимо сокращалась с каждой секундой. Я понимал, что в этой гонке на выживание у меня нет шансов. Я был простым водителем, измотанным и напуганным, а они тренированными бойцами, привыкшими к таким марш-броскам. Внезапно спасительная чаща расступилась, и я вылетел на открытое пространство, но вместо надежной земли увидел перед собой черную, парящую на морозе полынью. Ведьмин лог полностью оправдывал свою дурную славу. Здесь трясина не замерзала даже в самые лютые холода. Бежать было некуда. Впереди меня ждала ледяная бездна, а сзади люди, которые не прощают ошибок. Я резко развернулся на самом краю зыбкого берега, чувствуя, как земля уходит из-под ног, и в отчаянном порыве поднял тяжелый контейнер высоко над головой, занеся его над черной водой. В ту же секунду из леса выскочили 3 преследователей, ослепив меня яркими лучами фонарей. «Стоять! Не делай глупостей!» — рявкнул один из них. Но я, глядя прямо в слепящий свет, сделал демонстративный шаг назад, так что мои пятки повисли над водой. «Еще одно движение, и ваш груз уйдет на дно, где его никто никогда не найдет», — прохрипел я, надеясь на чудо. Они замерли, боясь потерять цель всей операции, и повисла звенящая тишина. Но внезапно из темноты леса, прихрамывая и вытирая лицо, вышел тот самый человек в пальто, которого я считал выбывшим из игры, и в его руке я увидел предмет, который лишил меня последнего аргумента. В его руке, обтянутой тонкой кожаной перчаткой, хищно блеснул вороненый ствол пистолета, и этот железный аргумент мгновенно развеял все мои иллюзии о том, что я смогу диктовать условия. Я был не героем боевика, а простым, насмерть перепуганным водителем, у которого от животного страха и холода зуб на зуб не попадал. Мой отчаянный план утопить контейнер рассыпался в прах. Руки, окончательно онемевшие от тяжести и мороза, предательски разжались сами собой, и свинцовый ящик с глухим жалким стуком упал не в спасительную трясину, а просто в грязный снег у моих ног. Я стоял, опустив плечи, полностью раздавленный и беззащитный, ожидая расправы.
Человек в пальто брезгливо усмехнулся, видя мою беспомощность, и пнул тяжелый контейнер ногой, проверяя его на прочность. «Правильное решение», — процедил он ледяным тоном, поднимая пистолет на уровень моих глаз. «Ты выполнил свою функцию, извозчик. Свидетели нам здесь не нужны. Ничего личного». Я зажмурился, чувствуя, как сердце колотится где-то в горле, и приготовился к темноте. Но вместо выстрела ночную тишину леса разорвал мощный, усиленный мегафоном голос, который, казалось, исходил отовсюду сразу. «Всем стоять! Оружие на землю! Работает спецназ ФСБ! Вы окружены!» В то же мгновение лесная чаща вокруг нас, которая секунду назад казалась мертвой и пустой, вспыхнула десятками ослепительных лучей тактических фонарей, и со всех сторон на поляну, ломая кустарник, посыпались бойцы в тяжелой броне и шлемах. Это была не случайность, а грамотно захлопнувшийся капкан. Мой враг, поняв, что попался, среагировал с крысиной изворотливостью загнанного зверя. Он не бросил оружие, а резким рывком подскочил ко мне, больно заломил мою руку за спину и с силой прижал холодное дуло пистолета к моему виску, используя меня как живой щит. «Назад!» — дико заорал он, пятясь вместе со мной к краю трясины, и я почувствовал, как его рука дрожит от напряжения. «Я убью его! Дайте коридор, или мозги водителя останутся на этом снегу!» Я замер, боясь даже дышать, чувствуя ледяной металл у виска и горячее сбивчивое дыхание врага за спиной. И в этот момент я был абсолютно уверен, что моя песенка спета. Я был всего лишь живым щитом, дрожащим от холода и ужаса. Но я совсем забыл про ту самую коварную лужу солярки, которую мы сами же и создали при падении. Мой захватчик, пятясь назад к болоту и яростно крича свои требования спецназу, совершил роковую ошибку. Он наступил дорогим кожаным ботинком прямо в маслянистую скользкую жижу. Его нога предательски поехала в сторону. Он инстинктивно взмахнул руками, пытаясь удержать равновесие, и на какую-то долю секунды ствол пистолета отдалился от моей головы. Этого крошечного мгновения снайперам хватило с лихвой. Раздался сухой короткий хлопок, похожий на треск ломающейся сухой ветки, и человек в пальто внезапно обмяк и беззвучно опрокинулся навзничь в сугроб, выронив оружие. Меня тут же сбили с ног, накрыли своими телами тяжелые бойцы в бронежилетах, закрывая от возможного ответного огня. Но стрелять больше было некому. Все закончилось. Когда гул в ушах стих, а дикая дрожь немного отпустила, ко мне подошел старший офицер, поднял с земли тот самый сверхценный контейнер, из-за которого я прошел через этот ад, и с хрустом сорвал крышку. Я вытянул шею, ожидая увидеть внутри золото, бриллианты или секретные технологии, но там лежали два обычных красных кирпича, густо обмотанных скотчем, и дешевый пластиковый GPS-маячок, весело мигающий зеленым огоньком. «Классическая ловля на живца, парень», — устало усмехнулся командир, помогая мне подняться. «Мы год охотились за верхушкой этого синдиката, но они не выходили на связь. Нужна была приманка, которую босс захочет забрать лично. Ты вез пустышку, но именно твоя паника сделала все правдоподобным». Я стоял в грязном снегу, глядя на эти кирпичи, и чувствовал, как внутри все обрывается от обиды и облегчения одновременно. С тех пор я навсегда завязал с дальними рейсами. Я продал свой тягач, купил старенький эвакуатор и теперь работаю только днем, в пределах родного города. И каждый раз, когда мимо меня по трассе с ревом проносится закрытая фура, уходящая в ночь, я провожаю ее долгим взглядом и счастливо улыбаюсь, зная, что я больше никогда не окажусь в той кабине.